Зачем нужно знать техническое обслуживание и ремонт тормозной системы? Эти и многие другие вопросы я постараюсь разобрать сегодня и... Всем привет, как всегда. Основные неисправности и их признаки. Основные признаки неисправности тормозной системы являются недостаточная эффективность торможения, повышенный свободный или рабочий ход педали тормоза, неполное расторможение колес, сильный нагрев диска или барабанов, увеличенные прилагаемые усилия прилагаемого к тормозу, занос или удар автомобиля в сторону при торможении, скрип или вибрация, самопроизвольное торможение при рабочем ДВС. Недостаточная эффективность торможения обнаруживается при увеличенном тормозном пути. Его величину определяют двумя способами: дорожными испытаниями или испытаниями на стенде с тормозными барабанами. Но это так, для общего ознакомления. Значит, дорожные испытания производятся на сухом горизонтальном участке дороги, имея твердое покрытие, то есть бетон, асфальт, согласно правилам дорожного движения ПДД. Рабочая тормозной системы при однократном нажатии педали тормоза должна обеспечивать равномерное заторможение колеса на пути. Для легковых автомобилей не более 14,5 метра, для грузовых от 18 до 22, в зависимости уже от массы. Причины неисправности могут быть подтекание тормозной жидкости, попадание воздуха в систему, так называемая мягкая педалька, попадание на накладки смазки или тормозной жидкости, увеличенный зазор между барабанами и диском вследствие износа заклинивания поршней, перегрев тормозных механизмов, увеличенный рабочий ход тормозной педали может быть следствием уменьшения уровня тормозной жидкости в бачке, попадания воздуха в систему, износа накладок, дисков, барабанов. Неполное расторможение может наблюдаться из-за следующих причин: отсутствие свободного хода педали, заедание поршней главного или рабочего цилиндра, поломка или обрыв стяжек пружин, срыв фрикционных накладок. Неполное расторможение всех колес свидетельствует о нарушении регулировки или неисправности вакуума. Неполное расторможение задних колес свидетельствует о нарушении стояночного тормоза. Увеличение прилагаемого усилия к педалям в большинстве случаев наблюдается из-за неисправности вакуумного усилителя. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать, поэтому кратенько напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал, вам не сложно, а мне приятно, и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий на моем канале. Также поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет это очень приятно, а вам не сложно. И напишите комментарии. Вместо того же глупого дизлайка лучше напишите комментарий с пояснением там, где я допустил свою ошибку. Также вы можете предложить свою тему для видео по конкретной теме. И не только по конкретной теме, там техническое обслуживание. Может, у вас еще какие-то интересные есть вопросы. Давайте разберем. Я запишу, и может в ближайшем будущем я сделаю туториал на эту тему. Если, конечно, видео наберет 50 лайков, а лучше всего 100. Пока что на этом все. Всем спасибо. Помните, дальше будет только интересней. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И всем удачи!